Всем привет, дорогие друзья, с вами Кола. Сегодня я бы хотел показать вам пару интересных боев на советском среднем танке Т-62. Итак, начнем с первого боя. Попадаем на карту линия Зигфрида, катая во взводе со своим тиммейтом куском овчарки, у нас нижний респ. Едем в город, так как сильно здесь вообще никакой функции не несет, даже если каким-то образом продавить, никакого стратегического преимущества она нам не даст. Поэтому все важные события на этой карте происходят в городе. Чаще всего в городе все перестреливаются от брони на тяжах, поэтому сложно в городе куда-то поехать на СТшке или сделать какой-то обходной маневр, так как здесь их нет. Но при этом все равно есть несколько позиций, через которые можно потихоньку продавливать город. Хочу поехать в одну из них, но перед этим нужно все аккуратно прочекать, чтобы не получить на переезде в позицию. Аккуратно просматриваю от башни все позиции, и я вижу немного потерявшегося 54Е1. Даю ему шот и сразу укатываю с прострела позиции ПТшек. Тем, как поехать в ту позицию, я немного отсвечиваюсь и в это время чекаю 8-ю линию через щель в домах. Решаю все-таки поехать в запланированную позицию, с которой хоть как-то можно контролировать город. Аккуратно дочекиваем и едем. В принципе, я думаю, это рисковый мув, так как могут дать танки из инвиза с позиции 54Е1. Там небольшой шанс, что они среагируют. Занимаем позицию и аккуратно начинаем чекать город от борта. Кого пока не нахожу в стандартных позициях и пытаюсь дальше чекать город. Вижу 62-ку, она нам в принципе не мешает, нужно дальше чекать город. Хочу просветить себе 9-ю нулевую линию, там иногда стоят танки, их отсюда можно высветить на позиции 54Е1, но безуспешно. При этом вижу, что вражеская 110-ка немного ошиблась, раскадышивается, и пока она КД, даю ей шот с катком. Второй раз я ее не успеваю дать, пока она КД, и пытаюсь аккуратно танкануть бортом. Но мне мешает Е100, и я пытаюсь быстро уйти в сейф. С этой позиции, в принципе, легко убивать Е100, просто нужно использовать куст перед нами. Выезжаю быстро дать шот не сводясь, так как точно не уверен, работает ли куст. Но отсчитывая 3 секунды именно после выстрела, загорается ламба. И за счет этого я понимаю, что куст работает, и можно стоять дальше и аккуратно разбирать Е100. Пока отсвечиваюсь, наблюдаю, куда смотрит Е100, он отворачивает башню, и я выезжаю, даю дамаг. Вижу, что Е100 не реагирует на меня, и остаюсь здесь дальше. Почему-то не попадаю в него, вижу 110-ку и танкую ее. Пока она КД, пытаюсь дальше по фокусу стрелять в Е100. Пытаюсь дать еще один шот, но немного не рассчитываю КД 110-ки, она дает мне непробитие. Пока 110-ка опять КД, даю ей шот в ответ. Понимаю все-таки, что мне нужно отсветиться, чтобы безопасно стрелять из куста, не получая дамага. Поэтому отсвечиваюсь. Отсвечиваясь, выезжаю и даю ей шот. Второй не успеваю, она укатывает в сейф. Пока отсвечиваюсь, оцениваю обстановку вокруг себя и на карте. И в принципе пока все нормально. Можно дальше в городе тусить. Отсветились, выезжаем из-за куста посмотреть что да как. И видим, что Фош упарывается куда-то. В принципе, easy damage для нас. Дал ему шот, второй в башенку у меня не получается, он меня не пробивает, и пока он КД, выезжаю дать ему шот в нижний бронелист, так как уже не верю в эти его башенки и далее. Аккуратно разбираю его от рельефа, так как не хочу подставляться, и мне помогает кусок. Вижу шотного льва, изи фраг для меня, спокойно убиваю его. Смотрю, кого еще выцепить, но выезжает сотка, резко доворачиваю лоб и танкую ее. Он и катает от меня в сейф, но во фле я все же могу дать шот. Больше я не успеваю ее выцелить. Дальше решаю все-таки отсветиться на всякий случай и думаю, что делать дальше. Помню, что справа Яга, ее можно легко прочекать от трупа Фаша. Приезжаем к трупу, есть Яга, она меня не смотрит, и я пытаюсь дать ей шот. Думал, в каток пробил, но пробил. Замечаю сотку,
Понимаю, что она меня не берет, и снова каким-то образом мне пробиваю, и уже начинаю включать кумулятивы. Но по иронии судьбы, она мне поставила лишь каток, куда я, естественно, кумулем не пробил. В эту сотку она не выходит, и думаю, что делать дальше. Решаю все-таки попробовать от трупа фаша Ягу разобрать. Вижу, что она отворачивается от меня и пытаюсь на реакции дальше. Она мгновенно реагирует и непонятным для меня образом простреливает меня сквозь труп. Хочу вам показать повтор этого момента, так как для меня осталось загадкой, как это произошло. Камера находится примерно оттуда, где стоит Як ПЗ-100, по индикатору это видно. Пока я думал, как она меня смогла пострелить, не заметил, что 62 на меня выехала и дала мне шот. Пытаюсь дать ответный, убегая в сейф от нее за труп фаша. И за счет более выгодной позиции остаюсь и жду его. Он наивно выезжает, и я ему даю шот. Пока 62 КД, я переезжаю в более надежную позицию, но она уже не подставляется под меня. Пока ничего не собираюсь сделать, так как нужна инфа на 62. Уезжать отсюда мне стрёмно, так как в любой момент может мне дать 62, поэтому собираюсь немного подождать инфы на 62. 62 появляется у куска, я понимаю, что кусок в полной Ж и думаю, как ему помочь. Но не нахожу вариантов, так как справа находится Яга, и я к нему тупо не проеду. Я решаю пока забить на куска, так как шансов у него все равно мало. Шотным против более-менее фолловой 62. Но каким-то образом на скиллухе кусок его все равно разбирает. Что красава кусок. А я пока решаю поехать за Ягой. Подъезжаю к Яге, вижу, что она на меня не смотрит, и даю ей быстрый шот. К сожалению, не попал в гусеницу, из-за этого она убивает нашего Хэви. Хэви успевает ее поставить, и я с дамагом продлеваю ей гусеницу. Вижу, что она подчинилась, и тем временем из-за полного невезения умирает кусок. Тут я видел, что арта наша едет в тупую на Ягу, и уже хотел ее разменять. Но мне советовал кусок, что на меня сейчас выйдет Центурион, и нужно его убить. Как я сказал кусок, на меня выехал Цент, и я его спокойно убил. На самом деле это была ошибка, так как он мог и не выехать, а Ягу я бы точно разменял бы после арты. Помню, что я ГКДшилась, и по идее успеваю ее убить, что и делаю. Понимаю, что мне светит Колобанов, поэтому максимально сейвлюсь от арты. Думаю, как ее искать дальше, и решаю начать с Калини, так как в теории бат-арта уже могла туда переехать. Для этого я специально еду по полю в открытую, так как у меня стоит оптика, артиллерия имеет плохой обзор, поэтому я точно засвечу ее первой, даже если она будет находиться в кусте. Замечаю бата, мажу с вертухи. Зря я на самом деле стрелял так, потому что 100% засвечусь, и 3 арты меня могут спокойно убить в поле. А нужно играть аккуратно от кустов и через обзор. Поэтому пытаюсь уехать на дистанцию, чтобы она меня не видела. И убить за 400 метров с плюсом, где она меня точно не увидит. Замечаю М55, держу между собой и ним куст, чтобы он меня не засветил, и даю ему шот. Пытаюсь удерживать между собой и ним куст. Стрельбой у меня что-то тут вообще не идет в этом бою. Жду, пока он снова зайдет в куст. Стреляю, и опять снаряд летит в никуда. В принципе, расстояние уже позволяет его убить замеченным без кустов, и я его убиваю. Отсвечиваю бычата, понимаю, что он меня не увидит с такого расстояния. И еду к дереву, чтобы стрелять через него без засвета. Мне это удается, и я делаю второй выстрел через дерево и спокойно убиваю его. Осталось найти ГВ-тигра. Помню, где он светился в прошлый раз, и специально выдерживаю дистанцию, чтобы он меня не засветил. Нахожу ГВ-тигра, отъезжаю от него подальше, чтобы он меня наверняка не засветил. И ищу точку на рельефе, чтобы опустить пушку на него. Вижу в снайперском прицеле, что пушка у него опущена. Предполагаю, что он АФК. Но не тут-то было. Он разворачивает на меня пушку
И мне везет, что он не выставил меня и не попал, как это всегда бывает. Вот такой вот довольно несложный Колобанов у меня получился. Во втором бою я хотел показать, как можно взводом отыграть на карте степи без арты, ну или максимум с одной артой. По крайней мере, я еще не видел, чтобы кто-то пытался так играть на стримах, ну и так далее. Играю я со своим тиммейтом Джастом. Смысл всей движухи в том, чтобы Джаст занял рельеф на c0. По дороге вижу 54-ку, даю ей шот. Не понятно, что он вообще там делает, ну да ладно. Едет туда именно Джаст, так как у 907 в гору быстрее динамика. Да и лучше, чем у меня стабилизация, ему там пригодится. Смысл раскатки в том, что можно в принципе вдвоем отыграть на зелени против большого количества танков. Как это вообще работает? Джаст нычки, агрит танки. Дамажит их, но им по нему сложно стрелять, так как будут видеть у него только башни. Если он там, конечно, сам не ошибется. Так что у них остается выбор: упасть на нулевую линию. Там Джаст их не сможет брать от башни, только подставляясь. Но в этом случае я буду сверху их раскидывать. Еще они могут просто уехать, получив уйму дамага от Джаста. Мы спокойно заберем зелень, то бишь ключевую зону на карте. Но они все-таки решили пойти третьим путем и тупо остаться и смотреть на Джаста. В этом случае Джаста хоть и сложно попасть, но когда на него смотрят 10 танков, пробить его все-таки есть вероятность. Джаст мне сказал, что ему сложно под кучей танков, зацеленных ногой, играть там, поэтому мне нужно их поджать немного. Начинать отводить часть стволов на себя. Если противник будет вертеть бошками то на Джаста, то на меня, нам будет проще в них стрелять. Кстати, проспойлерю немного, Джаст в этой позиции натанковал что-то около 8000 урона. Тут меня немного Е50 поломал, и я понял, что нужно падать вниз рельеф. Иду в размен с Е50, но при этом занимаю более выгодную позицию. Собираюсь тут я отстреливать по убегающим зелени танков. Бахаю пока во всех, кого вижу. Если меня сзади пойдут убивать танки, то потеряют намного больше, чем я, так как меня будет как минимум раз прикрывать. Хороший тому пример — это 50-120. Куда пока я ехать не собираюсь, да и не нужно мне это, так как есть смысл пока играть на позицию Джаста, а мне можно поконтролить их отход. Вижу вафлю, перестреливаю с ней от рельефа. Понятно, конечно, что она вообще там хочет сделать. Позиция для нее там вообще не играбельная. Делаю попытку, конечно, еще один шот, но у меня тут не получается. Не вижу, в кого еще можно пострелять, и решаю поджать вниз. Как раз союзники подтянулись. Спешу куда-то лезть, так как меня в принципе все устраивает. То, что сотка кдшится, и можно как раз дать шот. Вот целью 140, не пробиваю, но пока сотка кд, успеваю дать шот сотки. Вижу Хэвика, он в принципе нам немного мешает, поэтому жду его КД. Отсчитываю его пульки, и когда он разъявится, можно уже будет додавливать фланг. Он КДшится, сразу еду за ним, чтобы не дать ему зарядить следующий барабан. И аккуратно, спокойно разбираю его. Тут, кстати, тройка какой-то странный мув сделала. Вроде бы целилась меня, а в последний момент забила. Осталось самое простое. Аккуратно надо давить фланг, убить вафлю, и в принципе все. Вот как-то так, короче. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Если вам понравилось и вы хотите, чтобы я сделал еще такие видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и обязательно оставляйте свои комментарии под видео. А если вам не понравились бои, ну что ж, извините, сейчас не так много времени, чтобы катать рандом, так как у нас сейчас идет упорная подготовка к клан-финалу в Кёльне, поэтому приходится делать видео из того, что есть.
Хочется еще извиниться за то, что качество записи довольно плохое. У меня просто немного барахлит микрофон. Спасибо за просмотр, удачи в рандоме, до встречи.